Это второе видео иллюстрации к рецепту имбирных пряников. В этом видео мы разберем, как рисовать ингредиенты, как подбирать цвета. Если вы еще не посмотрели предыдущее видео, загляните. Там мы разбираем, как рисовать саму тарелку с пряниками. Ну а здесь мы будем рисовать ингредиенты. Мед, яйца, муку. Поговорим о цветах, о формах, как сделать это минимально и реалистично. Так как у нас здесь будет довольно маленький масштаб, нам нужно попасть очень точно в формы, в переход света и тени, и об этом мы поговорим в этом видео. Начинаем с яиц. В рецепте указано, что нам нужно одно яйцо и желток, но одно яйцо смотрится странно, поэтому мы нарисуем композицию из яиц. Какие нам нужны цвета? Если мы берем яйца не белого цвета, а вот такого коричневого, то, что называется, здесь коричневый немножко отдает красноватым, если вы посмотрите. И для того, чтобы заливка была не плоской, а имела объем, можно добавить с одной стороны, допустим, взять сиену жженую, к ней подмешать немножко красного. Это будет основная заливка, да, такой довольно прозрачный цвет, не очень яркий. Немножко в сиену жженую в одном месте можно добавить теплой охры или охры, смешанной с оранжевыми. Видите, вот с правой стороны участок более теплый. И в теневую часть мы добавляем сиену, смешанную с капелькой ультрамарина. Ну, то есть вот этот цвет яйца, смешанный с каплей ультрамарина. Для того, чтобы у яичек появился объем, нам нужно осветлить какую-то часть, то есть в верхней части мы аккуратненько проходим кисточкой и осветляем. И что касается яичка, которое у нас разбито, в котором у нас виден желток. Для желтка я смешиваю желтый, охру и чуточку оранжевого, чтобы цвет был теплее, и оставляю по окружности небольшой блик. В место, где желток касается корочки, да, скорлупы, я добавляю чуть больше оранжевого цвета прям по этому контуру. И по нижнему, ближнему к нам контуру цвет оставляю более яркий, верхний контур немножечко протираю. По подсохшим яйцам еще раз уточняю контур, добавляю немножко тень между яйцами. Ну и я уже здесь добавила тень, которая будет под яйцами. Для этого я смешиваю ультрамарин и кадмий оранжевый и немножечко прохожусь по нижнему контуру яиц и потом все это размываю водой. Дальше у нас идет мед. Для того, чтобы мед получился вот такой золотистый, прям вкусный, сочный, нам нужно сделать чередование коричневых и оранжевых оттенков. Более плотная боковая часть банки, там меньше света попадает, поэтому она более густая. Туда беру сиену жженую, можно немножко к ней подмешать ультрамарина, если вам не хватает яркости. Среднюю часть банки делаю более оранжевую, ту, в которой попадает свет, то есть через нее проходит свет, и там мед больше светится. По краешку баночки добавляю несколько мазков голубым цветом, для того, чтобы показать цвет стекла. Прям несколько мазков по краям, несколько мазков по горлышку. Рядом с баночкой у нас будет лежать вот эта палочка, на которой набирают мед, и капелька меда, разлитая по столу. Для меда берут охру, смешанную с оранжевым, можно чуть-чуть сиены подмешать, если вам не хватает темноты. Верхнюю часть этого пятна делаю более светлой, в нижнюю часть добавляю сиену жженую. Ну, вот я прям ее тут, у меня затекло лишнее, прям вытираю этот цвет. Вот два таких пятнышка. То есть верхняя часть более светлая, по нижней части идет тень. Пока что в один слой прорабатываю палочку, потом по высохшей баночке
по высохшей палочке, простите, я добавлю еще немножко контуров. Немножко еще протираю по окружности банки верхнюю часть, чтобы чуть-чуть еще текстуру туда добавить. И сейчас, пока что подсыхает вот эта палочка, я перейду к специям, которые у меня будут. В специях тоже присутствуют оттенки коричневого цвета. Можно использовать то же самое, что было в меде. То есть вот эта горочка, она плюс-минус коричневого цвета. Там должна быть тертый имбирь, корица, гвоздика, что-то еще добавляют. Вот, поэтому здесь делаю такие как бы капельки разных оттенков, от такого оранжево-коричневого до более теплого, ближе к палочкам корицы. При этом кисточкой делаю как бы такие немножко массирующие движения. Можно попробовать добавлять капельки воды для того, чтобы у нас получалась как бы такая текстура, чтобы вот это вот пятно, эта горочка, она не была плоской. То есть можно прям либо капельками цвета, либо капельками воды. Немножко возвращаюсь к палочке с медом, добавляю темные полоски, промежутков между этими колечками темным коричневым цветом. Она у меня подсохла, я ждала, пока она высохнет, чтобы цвет не растекался. И по нижней части добавляю несколько полосочек для того, чтобы сделать вот эту вот такую медовую палочку. Возвращаюсь к корице. Более светлый цвет сверху, более темный по нижней части, прям полосочками. Парочку пятнышек у основания. Вот сейчас я, когда получилось корицы, вижу, что немножко не хватает еще темноты. Сейчас я нарисовала одним тоном звездочки, потом я к ним еще вернусь. Имбирь, не знаю, можете, вам не захочется рисовать имбирь, не знаю, не очень у меня похож на реальность, такой какой-то серо-розовая история. Теперь переключаемся к сахару. В сахаре нам нужно, самое главное, нарисовать эту ровную чашечку. Я сначала ее заполняю единой, так сказать, голубенькой заливкой. Потом в эту заливку добавляю немножко объема путем протирания. Протираю я центральные части, то есть они там такие выпуклости, как бы, которые будут более светлыми. Добавляю коричневым цветом как бы золотую окантовку. Она у меня немножко растекается, потому что еще не высохла сама сахарница, но мне даже нравится, что получается более темный цвет. Пока сахарница немножко подсыхает, я вернусь к специям, добавлю тени на звездочки. Просто аккуратненько коричневым цветом обвожу, оставляю какие-то места, немножко пару штрихов захотелось на мед добавить. И на мед и на специи добавляю тени смесью ультрамарина и кадмия оранжевого. Прохожусь по краям и потом водичкой размываю эти тени, уже делая такой плавный переход. Сам сахар делаю попеременно голубыми полосочками и полосочками светлой, хорошо разбавленной охры. Вообще в белом цвете вот этот прием наличия теплого и холодного цвета, он всегда неплохо работает. Для наших пряников нам понадобится сода. Легендарная пачка соды. Можете найти эту картинку где угодно, уже сколько на нее было реплик. Здесь будет разница между светом и тенью в том, что лицевая сторона более светлая, ее делаем более таким теплым
светлым красным. Сторона боковая чуть-чуть в тени, и там нужно чуть-чуть более бордовый цвет сделать, то есть можно капельку оранжевого туда подмешать, чтобы была разница между светом и тенью. Вот. Ну и дальше там добавляем желтую обводку, и буковки уже, я думаю, что вы легко сможете нарисовать. Буковки оригинально я рисую только в надписи «Сода». Все остальное я делаю просто, как будто бы такими точечками какими-то непонятными. Просто показываю, что там есть какая-то надпись такими маленькими палочками. Дальше у нас на очереди масло. Здесь тоже вспоминаем в белом цвете чередование теплого и холодного. Более теплые участки, там, где отражается масло, рисую охрой. Более темные по контуру рисую ультрамарином, смешанным с кадмием оранжевым. Это у нас как бы контур, и те части, которые там по внешней стороне идут, этим же цветом потом нарисую тень. Для самого цвета масла беру желтый и в теневых частях домешиваю немножко охры. То есть это очень-очень хорошо разбавленный желтый цвет. И там, где основные тени, это вот на переломах формы, там провожу их охрой и немножко растушевываю, насколько хватает места и пространства. Дальше у нас остается мисочка с мукой. Она, я предполагаю, что стеклянная, поэтому для нее беру ультрамарин чуть-чуть с примесью вот тех коричневых, которые у меня уже были. Самое главное, чтобы он не зеленел. Провожу верхний контур, дальше размываю водой все это дело, и потом точно так же провожу еще нижний контур. Саму муку тоже рисую чередованием легких прозрачных тонов, пятнышек, охры и вот смеси такой серенькой ультрамарина. Добавляю ложку, и в целом тут я думаю, что все просто, все готово. Остается добавить теней, не забывайте их добавлять, они так хорошо заземляют наши объекты, они становятся более по желанию можете добавить надписи, названия продуктов, может быть, граммовку, которая нужна. Здесь уже зависит от вашего желания, от того, насколько подробно вы хотите это сделать. Можно также сфотографировать эту работу, отцифровать ее и потом добавить это уже каким-нибудь шрифтом, например. Вот. Здесь зависит уже от вашей фантазии. Ну что ж, приятного вам аппетита, хорошего настроения, хороших праздников. До встречи на следующих уроках. Всего хорошего. Пока.